Вот этот склад сзади меня, это необычный склад. Вот такие красивые картинки вы часто видите в журналах, инстаграмах, но на самом деле они выглядят вот так. Здесь все фейковое, здесь все не настоящее. Даже волны и водичка здесь фейковые. Вода здесь голубая, потому что этот поддон выкрашен в голубой цвет. И вот смотрите, вот этот край, его видно с камеры, а вот этот угол уже не видно. Он просто деревянный. Его вот тупо не видно с этой стороны, поэтому его даже никто не выклеивал. А свет сзади, это вот эти вот прожекторы. Они вот так вот светят на эти панельки задние. Кажется, как будто это солнышко. Таких павильонов здесь очень много. Вот этот, например, сейчас они практически доделали вот этот павильон. Он будет выглядеть примерно так же. Отсюда пойдет свет, встанет какая-то кроватка. И все здесь не настоящее. Это все не двигается, там нет ничего. Вот туда встанет подсветочка. Можно, конечно, все отрендерить, но если можно сделать настоящие фотографии, то их, конечно, лучше сделать. Часто в журналах на фотографиях вы видите там картинки с окнами. И за окном там какой-то лес. Вот этот лес. Лес этот немножко задвинут, вот он. Это огромная картина. Вон, тут разные задники. Это прям реально огромная картина. Вот это вот, кстати, порцеланоса, Оксфорд. Длинный теперь появился. Раньше был коротенький. И было прям, ну, видно, что это плитка. А сейчас появилась вот такая вот длинная на 150 плита. Топчик. Если надо, кому ссылочку оставлю. А это вот мой любимый материал. Это его сшили. Это мой любимый материал. Это каменный шпон. Очень красивый, легкий. Можно гнуть его, таскать. Не трескается, легко клеится. Очень крутая штука. Здесь вот если посмотреть наверх, весь потолок он держится на растяжках. Здесь потолок поддерживается, потому что потолок тоненький. И чтобы он не обвалился, просто его вот поддерживают этими растяжками. Все экспозиции, они вот все вот на таких растяжечках сверху держатся. Иначе просто нахрен все обвалится. Всю эту экспозицию должны были снести, потому что они уже все отфотографировали и сейчас разбирают. Потому что работа здесь вообще не останавливается. Тут постоянно делают фотки, делают экспозиции, фотографируют. Поэтому здесь очень-очень много декора, его постоянно используют. Пойдемте покажу, где он. Это у них склад мелкого декора. Тут всякие вешалки, пледики, лампочки, подушки. А вот это вот целый огромный стеллаж с пледами. Здесь белые пледики, бежевые пледики, серенькие пледики. Здесь потемнее пледики. Ну и в общем, я реально не знаю, как они здесь ориентируются, потому что здесь много очень всего. Вон там целый склад всяких тюбиков, баночек, вон всяких. Ой, какая баночка красивая. Мыльца, полотенца, водичка. Очень-очень-очень много всего. Стаканы, бокалы, посуда. И там прям на самом верху всякие лампы. Гляньте, сколько ламп. И даже санки есть, наверное. Все в дом. Вот просто мечта бабушек какая-то. Я, кстати, тоже мечтаю о такой комнате, чтобы можно было на фотосессию притащить такую. Взял, просто притащил, поставил, сфоткал. Очень классная комната. С декором вообще всегда проблемы, а здесь проблем никаких нет. А вот этот склад, он уже чуть побольше. Тут он уже всякие растения, диваны, кресла, тумбочки, столы. Гляньте, даже ванны есть. Вон ванны стоят. И вот так это огромная, здоровенная стена. У нас, к сожалению, такой комнаты нет, но нам постоянно нужно что-то хранить. Диваны, кресла, смесители, это часто приходит раньше, и поэтому нужно хранить там месяц, два, может быть даже до конца стройки. Это прям проблема, потому что нужно вызвать грузчика, машину, погрузить, отвезти, снять склад,
потом туда это все распаковать, а потом может что-то не так случиться, потом концов не найдешь. Нужно, чтобы вот всем занималась одна компания, чтобы можно было с нее потом спросить, если будет что-то не так. Представляете, диван за 1,5 миллиона, а потом бегай, ищи, кто там виноват. Есть сервис хранения вещей с доставкой. Просто звонишь в чердак и говоришь, что надо увезти диван, например. Ребята из чердака приезжают и сами все запаковывают, потом везут, хранят и привозят, когда надо. Во время ремонта это супер актуально, потому что вещи пылятся, там, грязнятся. Строители вообще не знают, что там в коробках, могут там кинуть какой-нибудь перфоратор на коробке, а там пуфик у нас. То есть это очень опасная история, поэтому мы все перевозим, и в чердаке это можно сделать просто за пару кликов, отправить диван или пуфик, и все уедет само. Для нас просто одна точка входа. Мы говорим, вот этот диван увезите, а потом привезите. Они за этим всем сами следят, поэтому совсем не надо париться. По моему промокоду в чердаке скидка 50% на первый месяц хранения любой вещи. Ссылочку оставлю внизу в описании. Пользуйтесь. А вот тут целая отдельная комната, сверху свет, если нужно что-то со светом сфоткать. Например, вот там есть циклорама, чтобы сделать предметку отдельную. Вот тут какую-то ванну выложили. С этой стороны все классно, шикарно. А сбоку подойдем. Папам! Не докрасили, не покрасили. Все пофиг вообще. Аква. Аква. Даже водичка здесь работает. Ну, работает, конечно, вот так это все примерно. Там вон стоит вот бак с водой, и вот сюда приходит все. Все это там красоту проектируют дизайнеры. Они сидят прямо здесь тоже, вон в тех ангарах. Нас не пускают. Нас не пускают к проектировщикам. Сейчас настроится, как он это будет делать, и потом можно будет через 10 минут. Окей. Что-то вдохновляется, теперь сидит. Hello. Hello. Они рисуют как раз то, как будут выглядеть экспозиции. И вот так вот эта картинка потом превращается в живую. Здесь есть специальный плотник и ребята, которые все это здесь клеят, выстраивают, а потом уже фотографируют. Они фоткают на Hasselblad. Hasselblad — это фотоаппарат, у него огромная матрица. Она специально фотографирует в огромном разрешении, чтобы можно было потом на билборды это все размещать. А уже потом вот здесь ребята фотошопят эту картинку, чтобы она вышла уже идеальной, для того, чтобы ее можно было распечатать. Ола! Ола, Рамон! Вот у них они тут что-то распечатано уже. Okay, that should be the way we work here. So we received this picture from the studio. Вот она, та картинка, которую они сейчас фотографировали. This is the background we're going to use. Ага. Это вот бэкграунд, который он использует с какой-то женщиной. Yeah. Он поставил его просто и замазал немножко задник. Добавил здесь вот шторок там всяких. И получилась прям очень похожая картинка, как будто бы сфотографировали в этом красивом месте. Thank you. Great. Спасибо. Спасибо. А вот если бы вы были подписаны на мой инстаграм, то знали бы уже обо всем этом чуть-чуть заранее. Примерно месяц назад я все это показывал уже для тех, кто был подписан и смотрел мои сторис. Так что подписывайтесь и пока-пока. Так, ребята, пора объявить результаты конкурса «Зодиак ведет в Испанию». Мы сделали так. Зодиак выбрал 3 участников, которые им больше всего понравились. А из этих 3 участников одного выбрал я. Вот этих вот ребят выбрал я. Они выиграли. Сейчас с ними свяжутся и, может быть, даже они успеют попасть в следующую, прям вот буквально в следующем месяце будет уже поездка в Испанию. И, может быть, они успеют туда попасть, если у них там всякие визы, шмизы есть, и есть свободное время. Короче говоря, поздравляю! Те, кто выиграл бюро 2D, поздравляю!